В этом видео я поделюсь с вами фишками, которые сделают вас лучше, чем 90% игроков. И эти фишки будут полезны всем. Хоть обычным ребятам, которые играют в дворовой футбол, хоть игрокам из академий. Я часто замечал, что даже серьезные ребята, которые тренируются профессионально, не знают или не используют эти фишки. Какой трюк самый лучший для того, чтобы обойти игрока 1 на 1? И как не дать сопернику пройти вас 1 на 1? Эти и другие супер полезные, а главное простые фишки я прямо сейчас вам покажу. Поехали! Итак, для начала я хочу сказать, что в этом видео будут немного преувеличенные ситуации, для того, чтобы нагляднее показать, на что необходимо обращать внимание. И первая супер полезная фишка называется игра корпусом. На мой взгляд, игра корпусом очень недооцененный навык. Особенно если вы не самый скоростной в команде, вы просто обязаны научиться играть корпусом. И я сейчас говорю не только про поставить плечо и выиграть единоборство. Я про умение запутать и сбить с толку соперника. Расскажу на одном наглядном примере. Представьте, что вам надо обойти игрока 1 на 1. Большинство ребят попробуют исполнить какой-нибудь обычный трюк типа велосипед для того, чтобы обыграть защитника. Но большинство из них делают этот трюк только лишь ногами, что не выглядит убедительно. В итоге защитник не ведется и отбирает мяч. Поэтому, чтобы этот трюк сработал, необходимо показать корпусом, что вы собираетесь сделать движение в ту или другую сторону. И этот нюанс кардинально меняет шансы в вашу сторону. В игре, когда ты раскачиваешь соперника корпусом, у него буквально секунда, а то и меньше на то, чтобы среагировать. И так как ваше тело визуально больше мяча, реакция защитника будет отвлекаться на ваш корпус и на ваше движение. Значит, и шанс на то, что вы запутаете защитника, больше. Поэтому запоминайте, играйте не только ногами, но и корпусом. Уводи игрока под слабую ногу. Следующая фишка подойдет больше для защитников или для полузащитников. Если вы вдруг остались 1 на 1 и вы в роли защитника, то как вы поставите корпус? Прямо, левее или правее? Я рекомендую поставить ваш корпус немного левее. Почему так? Потому что в этот момент нападающий хочет прокинуть мяч в сторону и пробить поворотом. И так как большинство игроков правши, соответственно и бить они захотят правой ногой. Поэтому прокидывать они будут мяч в правую от себя и в левую от вас сторону. А так как ваш корпус уже повернут в эту сторону, вы будете уже готовы и вы будете буквально на шаг впереди для того, чтобы помешать ему сделать удар. Хорошо, но что если он прокинет мяч в левую сторону? Пусть он это сделает и возможно он даже пробьет поворотом, но ударит он слабой ногой и шанс на то, что он забьет, меньше. Вспомните, как вы бьете слабой ногой, да еще и на бегу. И да, вы можете сказать, а вдруг нападающий левша? Тогда действительно шанс того, что он вас пройдет, выше. Поэтому если вы знаете, кто напротив вас, левша или правша, то вам действительно надо быстро среагировать и встать под его сильную ногу. Но если вы не знаете, кто напротив вас, то лучше встать так, как будто это правша, потому что статистически правшей больше. В общем, если коротко, уводи игрока под его слабую ногу. Не дай ему ударить сильной ногой. Не дай сопернику думать. Этому точно учат в любых академиях. Но мало ли ты не знал, или ты забыл, или не используешь это в своих играх. Когда соперник принимает мяч, особенно длинную передачу, в этот момент ты должен быть максимально назойливым. Ты должен мешать ему быстро обработать мяч, так как прием мяча может быть не идеальным и он отскочит еще несколько раз. В этот момент, в эти 3-5 секунд, ты должен максимально быстро начинать отбирать у него мяч, максимально мешать ему, чтобы ему было неудобно. Ты должен мешать ему, чтобы он ошибся, пока мяч у него еще не стоит в ногах под контролем. Я очень много ситуаций видел, где соперник плохо принимает мяч, он у него отскакивает несколько раз, а мой товарищ по команде вместо того, чтобы в этот момент ему мешать, сделать так, чтобы он ошибся, он просто смотрит и ждет, пока тот с комфортом обработает мяч, поставит его на газон и еще и отдаст передачу. Поэтому как только вы видите, что сопернику летит длинная передача или неудобный пас, в эти секунды быстро начинайте отбор и не ждите, чтобы он со всеми удобствами обработал этот мяч. Какой трюк самый эффективный при обыгрыше 1 на 1? Может быть велосипед? Или может быть эластика? На самом деле самый лучший трюк – это самый простой трюк. Если ты можешь на скорости просто обойти защитника, то просто убеги в сторону, и он тебя не догонит. В этом случае у него очень мало шансов остановить тебя, потому что ты уже на скорости, а он еще нет. Поэтому если вы бежите на скорости, ни в коем случае не останавливайтесь перед защитником для того, чтобы сделать какой-то трюк. Запомни, если у тебя есть возможность обойти игрока на скорости, то это самый эффективный и самый лучший трюк.
трюк. Если же вы оказались перед защитником, но вы уже стоите на месте, то лучше всего играйте корпусом, как я говорил ранее. А во-вторых, попробуйте прокинуть мяч в свободную зону, сделав рывок, ну или отдайте пас. Вы можете сделать какой-нибудь трюк типа эластика или сомбреро. И если у вас получится, то вы просто маэстро, и вам просто похлопают. Но шанс именно на успешную обводку у вас будет ниже. Поэтому выбирайте: обойти соперника красиво или же обойти его гарантированно. Сделай вид, что ты не видишь. Представь ситуацию, как ты видишь, как один из твоих соперников открывается. Что ты сделаешь? Правильно, подойдешь к нему поближе, чтобы накрыть его и не дать ему сыграть. Это хорошее и правильное решение. Но я советую сделать умнее. Сделай вид, что ты его не видишь или ты далеко от него. Пусть соперник тоже так подумает, что отдать ему пас будет хорошим решением. Но именно этого ты и ждешь. Ты должен быть уже наготове, но не показывать этого. Как только ты видишь то самое движение, что он вот-вот отдаст пас открывшемуся игроку, как в этот момент ты уже делаешь движение в его сторону и перехватываешь мяч. Ты должен быть как хищник, который ищет жертву, которая якобы открылась. И как только тот пас начинает зарождаться, ты уже всех опередил. Обязательно используй это в своей игре. Ложная встреча. Очень эффективный трюк, который мало кто использует. Если я обороняюсь и вижу, как на меня идет соперник с мячом, то в какой-то момент я просто делаю резкий шаг в его сторону, имитирую то, что я его якобы встречаю. И затем смотрю на его реакцию. Будет ли он меня обводить, отдавать пас или просто уходить на скорости. И в этот момент он может начать паниковать и допустить ошибку, а я жду, чтобы подловить его. Если он хочет отдать пас, то я уже готов его перехватить, как я говорил ранее. Если он захочет меня обводить, то я уведу его под слабую ногу, точно так же, как я говорил раньше. Таким образом, в одиночку можно перевернуть игру, сделать отбор и уйти в контратаку. Аут в спину. Это очень неожиданное, но вполне эффективное решение. Если вы подошли к линии аута для того, чтобы ввести мяч в игру, а никто из ваших товарищей не открылся, попробуйте подловить момент и ввести мяч при помощи вашего соперника. Если он вдруг отвернулся или отвлекся, можете кинуть мяч ему в спину и таким образом самостоятельно ввести мяч. Может показаться, что это грубо, но это вполне честный, а главное рабочий метод. Про него многие знают, но почему-то многие этим просто не пользуются. Все просто ждут, пока кто-то откроется и упускают возможность самостоятельно сделать острый момент. Разыграть мяч, когда никто не ожидает. Да, может быть это банально, но зато это очень эффективно. И это касается не только штрафных, когда вратарь не готов. Используйте это в любых моментах, где надо ввести мяч в игру. После используй эту фишку, чтобы добыть преимущество. Показывай или не показывай пас или удар. Суть, как вы поняли, заключается в том, чтобы как можно непринужденнее сделать пас или ударить поворотом. Когда вы двигаетесь с мячом и, допустим, хотите отдать пас, постарайтесь не показывать это сразу. Введите мяч спокойно и в момент переступа сделайте резкий пас или удар. Таким образом, защитник или вратарь не будет готов к вашим действиям. Постарайтесь не замахиваться по полчаса, потому что это видно, и у соперников есть время для того, чтобы сконцентрироваться и подготовиться. Такой же трюк, кстати, используют в боксе. Вместо того, чтобы делать длинный замах, который виден и к которому можно подготовиться, там учат не показывать этот удар. То есть не нужно делать долгий и длинный замах. Это даст вам некоторое преимущество, и соперник просто не успеет заблокировать ваш удар. Обязательно используйте. Оттягивай игрока, чтобы освободить зону. Представьте угловой или штрафной. Ваша задача сначала зайти в зону для того, чтобы привлечь внимание соперника. Затем, когда кто-то из соперников взял вас под персональную опеку, вы плавно смещаетесь в сторону и оттягиваете этого игрока из нужной вам зоны. В итоге в штрафной зоне становится на одного соперника меньше, освобождается пространство и шанс на забитый гол повышается. Особенно если вы низкого роста и выиграть верхнюю дуэль у вас мало шансов, вы все равно можете сделать полезное действие. Скорее всего, многие знают про эту фишку, но почему-то в моей команде так почти никто никогда не делает. Этот же принцип старайтесь использовать и прямо в игре. Когда вы видите, что ваш товарищ находится в хорошей зоне, но его опекают, просто подойдите к ним, и соперник начнет уже опекать вас. В этот момент вы плавно оттянете его в нужную зону, а ваш товарищ останется открытым, в более выгодном положении. То есть вы просто подходите и забираете его опеку на себя. Возможно, вы знали про некоторые трюки и фишки, но самое главное, чтобы вы не только услышали про них, но
но еще и использовали их в игре. Благодаря им вы станете самым лучшим игроком на поле, и даже не важно, что у вас нету супер быстрого рывка или то, что вы не самый техничный. Футбольный интеллект также важен, как и физическая подготовленность. Пожалуйста, напишите в комментариях, какая фишка была для вас самая полезная. Мне реально очень интересно почитать. Я очень надеюсь, что это видео было вам полезно и что вы начнете использовать хотя бы что-то, о чем я вам рассказал. Также, друзья, в моем телеграм-канале мы можем с вами пообщаться, если вам что-то интересно. И обязательно посмотрите мои гайды на сильный удар или на колбол. Пока!